Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рифат, и мы наконец-то открываем полноценный полевой сезон. Сейчас выполняем топографо-геодезические работы под создание генеральных планов. Находимся мы на юге Омской области, Новошахского района. И я хочу сказать, как мы в последнее время стали искать пункты. То есть мы сейчас не ищем пункты как при помощи навигатора, приходим, там все скопано, начинаем копать, там час копаем, уходим и все, и забываем на пункт. Сейчас немножко делаем по-другому. У нас имеется в конторе много комплектов базовых и роверных приемников. Мы находим какой-нибудь существующий пункт. Сейчас этот пункт я нашел на Геобридже. Смотрите, какая тут классная пирамида. Пункт нашли, поставили на него базовую станцию, в данном случае Trimble R8. Запустили статику, запустили раздачу поправок в GSM и указали твердые его координаты вместо системы координат. Ровером дозваниваемся до базы. Получаем точные координаты и едем на другие пункты. В частности, я уже посмотрел по космоснимкам, в этом районе очень много пунктов запаханных. И таким образом мы хотим в режиме РТК сделать разбивку, в этом месте скопать и тем самым найти пункты и выполнить сеанс статики. Во-первых, это ускорит наш процесс поиска пунктов. Во-вторых, уже в полях мы можем знать, какие пункты уже между собой не бьются или бьются, а если не бьются, то насколько. И в-третьих, это как-то посовременнее, что ли. К сожалению, геоспайдера у нас нету, как в Ленинградской области. Это базовые станции, которые раздают поправки уже вместо системы координат. Но что имеем, то имеем. Поехали искать. Что-то ровер не видит сим-карту. Димон решил переставить ее. Ну что, дорогие друзья, это все работает. Получается, вот у меня базу поставили на другом пункте. Правда, вчера нифига не получилось поработать, зато сегодня получится. Сейчас я поставлю. Пилон. Тяжело кому работать. Мой напарник сегодня остался камерарить, а я поехал на работу. Так. По уровню выставим. Ну что я могу сказать? Он показывает около 4-5 сантиметров в плане, но показывает ошибку 7 сантиметров. Скорее всего, в каталогах, которые мы заказали, есть второй пилон, нижний. А я нашел только верхний. Но сейчас статику отстаю, попробуем на другой пункт поехать. В общем, поехал я к ближайшему лесу. Сейчас нарублю веток, чтобы сделать такие вот опознавательные столбики. Я огорожу полностью пунктом и перетяну кипирной лентой. Но, быть может, это пригодится следующему геодезисту, который будет работать в данных краях. Думаю, это будет в самый раз. Стой и без сильного вреда дереву. В общем, наколотил я с десяток веток. Без ущерба природе, конечно. Все равно, пока приемник работает, можно съездить и полезным делом заниматься. Вот. Кстати говоря, рубил этим топориком. Видите логотип канала? Это мне отец сделал на 25-летие. Шикарный топорик. Плюс ко всему сделал такую вот площадочку для того, чтобы можно было забивать гвозди. Очень удобно, когда маркирую по знаке. То есть положил тарелочку и гвоздиком забил. В принципе, универсальный инструмент получился. Ну что, дорогие друзья, я сделель. Поехал в лес, срубил 4 ветки. Кипирной лентой все это обмотал. Сделал такой вот сторожок прямо рядышком с центром. И вот такую табличку сделал для фермеров, которые будут в скором времени уже сеять. Геодезический пункт охраняется государством, не пахать, статья. Может, это их образумит. Ну что могу сказать? Надо ехать на другой пункт, попробовать поискать его. Капец, конечно, нынче весна. Смотрите, какой ветер. Что ж, приходится в багажнике УАЗика прятаться, чтобы ролик записать.
В общем, технология рабочая. Я так уже 2 пункта отыскал сегодня, которые вчера не успели отыскать. Также вчера успели сделать ретосъемку, несмотря на ветер, Геоскан хорошо справился с своей задачей. Но, правда, когда приземлились, самолет нормально приземлился, а парашют снесло ветром, прямо на дерево зацепило. Это его ветром унесло. Так-то видишь, как четко. Ну, в общем, что могу сказать? Соблюдайте правила хорошего тона, геодезисты. Если находите пункт, обязательно поставьте какую-нибудь подсказку, чтобы в будущем геодезисты смогли найти этот же пункт.